Здравствуйте, рада всех приветствовать на своем канале Уральская кудесница. Меня зовут Ната. Сегодня у меня очередное видео, в котором я буду шить сумку. Сумка это будет шопер пляжный. Вот так я ее назвала. Собираюсь отдыхать. Пляжных сумок у меня было много. Я сшила, но сапожник без сапог, ни одной не осталось. Решила сделать себе сумочку. Ну вот, еду отдыхать. Взяла ткань. Ткань это у меня, девочки, лоскут. Остатки я покупала в магазинах ткани. И это портьерная ткань. Просто я изначально искала ткань для шопера. Увидела вот этот отрез и поняла, что мне вот такое нужно. Уже морская тема. Посмотрите, какие красивые ракушки. Ткань достаточно плотная. Мне не нравятся шоперы, которые шьют из тонких тканей. Не знаю, ну не нравится мне. Здесь ткань плотная, плюс она у меня еще будет на подкладе. Размеры моей вот этой заготовки сейчас скажу. Ширина 40 сантиметров, а высота 43. Это для кому это интересно. Что еще? Так, у меня еще и будет подклад. Подклад это вот такая бязь, такое кофе с молоком. Хотела я на подклад найти что-то темно-синее, а под темные ракушки, но не нашла. И решила, что у меня подклад будет вот под эти ракушки, такой кофе с молоком. Сделаю обязательно сейчас карман. Вот он у меня выкроен. То есть карман это обязательно. Затем у меня на этой сумке будет 2 пары ручек. Одна пара ручек короткие, размер их 6 сантиметров на 25, и одна пара ручек длинные, размер 67 на 5 сантиметров. Хотела сделать еще накладной карман, но кусок был небольшой, размер куска девочки не замеряла. В общем, что имею, какой лоскут, от того и пляшу. В общем, вот такие у меня ручки будут. Посмотрите, так как ткани было очень мало, я не могла сделать ручки с одной и другой стороны из одинаковой ткани, то есть вот из этой. Поэтому ручки у меня будут, ну как сказать, на ручках я использую два вида ткани. Это вот ткань, из которой сшита основная часть сумки, и это подкладочная. Ручка у меня будет вот такая. С одной стороны вязь, с другой стороны ткань. Что длинные ручки такие будут, что короткие ручки такие будут. Так, сейчас я за кадром делаю карман, сшиваю вот эти ручки, то есть 2 ткани. Ну, здесь все просто, девочки. Складываю лицевыми сторонами друг к другу, отстрачиваю, выворачиваю на лицо, проутюживаю и опять прокладываю строчку. Что на длинной ручке, что на короткой ручке. Также мне нужен карман внешний, на молнии. Это все-таки юг, это пляж. Ну, мало ли что, надо всегда подстраховаться. Кто зачем едет на юг, тем более в этом сезоне наше Черноморское побережье будет переполнено. Но так как ткани у меня вот этой больше нет, я буду делать карман на молнии здесь в боковом шве. Все обязательно покажу. Вверху у меня молнии не будет, но будет такая кулиска, которая стянет вход в сумку. Я думаю, это у меня получится. В общем, девчонки, приступаю к работе. Так, ручки, карман пришиваю. И дальше буду работать вот с этим карманом сбоку, который у меня будет на молнии. Покажу, как его делать. Итак, готовы у меня полностью длинные мои ручки. Вот края ручек, окончания, да, я не стала никак обрабатывать, потому что в процессе шитья их видно не будет. В общем, готовы у меня 2 длинных ручки. Затем готовы у меня 2 коротких ручки. А вот их я на срезе обработала, завернула края ткани вовнутрь и прошила. В общем, короткие ручки у меня тоже готовы полностью. Затем сделала я карман на подкладе. Вот такой у меня кармашек. Я думаю, мне будет достаточно одного кармана. И затем я уже за кадром вшила, девочки, молнию в боковину моей сумки. Сейчас покажу, как это выглядит на лицевой стороне. Итак, в боковинку, посмотрите, я здесь вшила молнию. Вот такая у меня молния, она потайная. Специально сделала такую, чтобы, знаете, как бы, ну, не сильно видно, но и так ненавязчиво заметно. В общем, вот такая у меня молния. Пришила я ее на расстояние 9 сантиметров от низа сумки, то есть от донышка. Я предполагаю, ну так у меня в принципе и будет, как я предполагаю, что мой карман будет вот так вот, как бы немножечко внизу. В общем, вот такая у меня молния. Боковинки у меня еще не зашиты. Сейчас все это выверну, покажу. Ну, молнию пришивать все знаете как, да, тут вообще никаких проблем нет. Единственное, что вот здесь нет разреза, а так это тот же самый способ, как мы пришиваем молнии к косметичкам. Теперь мне надо будет сделать сам карман. Вот у меня готовы 2 мешковины кармана.
Карман будет состоять из двух половинок, которые я потом сошью. Итак, все как в обычной косметичке. Я накладываю мешковинку на молнию. Посмотрите. Вот у меня молния, застежка внизу. Вот таким образом накладываю на одну половинку молнии и прокладываю строчку. Все, проложила. Затем она у меня вот так отгибается, и никакой шов нигде не виден. И также делаю с другой стороны. Также на эту половинку накладываю мешковину и прокладываю шов. Все. Очень, девочки, просто. Единственное, что хочу сказать, посмотрите, я уже верхушечку ткани обработала. Неохота было мне доставать оверлок, поэтому я обработала край зигзагом. Это мне надо будет обязательно для дальнейшей работы. Внизу делать не стала, потому что здесь мне это будет не нужно. Итак, сейчас я пришиваю мешковины. Одну половинку сюда и вторую половинку сюда. И пришивать буду не от самого начала, а от середины, потому что у меня карман и молния не будет таким большим. Я молнию обрезать не стала, просто ее зашью. Мешковину карманов я уже пришила. Посмотрите, как это выглядит. Итак, дальше моя работа. Я соединяю две части кармана, две мешковины. Соединяю полностью все уголки, так как карманы у меня были выкроены одинаково. Сейчас это все наколю булавочками. Соединю все уголочки. И я уже здесь нарисовала форму кармана, которая мне нужна. Посмотрите, мелком я прокладываю строчку. Срезаю лишнюю ткань. И, наверное, я еще обработаю край на машинке зигзаг. Вот это самый сложный элемент во всей моей пляжной сумке. Работу над карманом я полностью завершила. Вот так вот он у меня выглядит изнутри. Обработала край зигзагом, чтобы ткань не сыпалась. И сразу же сделала боковую строчку в сумке. Боковая строчка у меня состоит из 3 отрезков. Первый отрезок — это шов, который я сделала от середины донышка и проложила его до встречи со швом, которым я пришивала молнию. Это у меня один отрезок. Следующий у меня отрезок идет сверху. Это вот начало сумки. Здесь я проложила 4 сантиметра. Затем у меня идет пропуск 1,5 сантиметра. И дальше я опять проложила строчку, которая встречается у меня со строчкой пришивания молнии. Все, здесь у меня есть пространство, в которое я буду продевать потом шнур. Посмотрите. Сделаю также со второй боковинкой. У меня здесь все отмечено. Сверху я прокладываю 4 сантиметра, 1,5 сантиметра пропускаю. Ну и здесь, конечно, у меня, соответственно, строчка идет до самого низу, до донышка. Это я буду сейчас делать, но сначала покажу вам, как выглядит карман на лицевой части. Вот посмотрите, карман у меня находится в шве. Вот так выглядит молния. Вроде как бы и заметно, и вроде как незаметно. То, чего я добивалась. Карман получился вместительный. Туда вполне может войти телефон, карточка, ключи от номера. Ну, в общем, такой нужный карман, я считаю. Все аккуратно, все красиво. Здесь у меня, как я говорила, место для вдевания шнура. Сейчас я то же самое сделаю с другой стороной. Подумаю насчет донышка, либо оставлю его так, либо что-то еще придумаю. И сейчас моя работа заключается в том, чтобы полностью сделать боковинки и подготовить подклад к дальнейшей работе. Как я буду подготавливать подклад? Я его складываю лицевыми сторонами друг с другом. Друг к другу. Одна лицевая сторона. Здесь у меня карман уже сделан. Соединяю с другой половинкой и прокладываю строчку. Делаю боковые строчки. Строчки у меня здесь идут сплошные, никакие промежутки я не оставляю. И донышко у меня остается не зашитым. Через донышко я буду все выворачивать. Боковинки на сумке и на подкладе я полностью прошила. На подкладе донышко у меня не прошито. Теперь я поработаю с ручками, которые у меня длинные. Кстати, карман я мешковину приколола булавочками, чтобы она никуда не залезла и мне не мешала. Потом я ее обязательно прикреплю к подкладу. Итак, нахожу место для пришивания ручек. Лицевыми сторонами складываю друг к другу. Прикалываю булавочками. С одной стороны, с другой стороны. То же самое сделаю с другой ручкой, лицевыми сторонами к лицу. Смотрю, где у меня здесь ручка, чтобы все было ровно на одном расстоянии. Прикалываю булавочками. Ткань очень-очень сыпется. Хорошо, что я ее стала делать на подкладе. Хотя можно было, в принципе, без подклада достать оверлок и поработать на оверлоке. Ну, как я говорила, я не люблю тонкие сумки. Мне нравятся сумки на подкладе. Все, ручки у меня на месте. А затем я беру подклад, выворачиваю его.
Так, у меня на изнаночной соединяю, вернее, лицевая сторона с лицевой. Вот так вот продеваю подклад в сумку. Смотрю, чтобы боковые швы сходили. Здесь боковой шов сошелся. И с другой стороны тоже боковой шов сошелся. Все. Сейчас возьму булавочку и прокладываю по кругу строчку. Пришиваю подклад к лицевой стороне к сумки. Где у меня будут пришиваться ручки, в этом месте я пройдусь пару раз. Большой одной непрерывной строчкой по всей окружности. Подклад я пришила, соответственно, задним пришила и ручки, все вывернула. Вот так вот у меня это выглядит. Наметала край, приутюжила, я это всегда делаю. Посмотрите, когда наметывала, я сделала небольшой наплыв и изнаночной, и подкладочной ткани на лицо, и у меня получился вот такой симпатичный темный кантик. Такой же темный кантик есть у меня на длинных ручках, и такой же темный кантик у меня есть на коротких ручках. Вроде мелочь, но смотрится достаточно симпатично. Итак, мне останется сделать верхний шов и еще 2 шва, которые будут у меня один шов над отверстием входным, куда я буду вдевать шнурок, а второй шов под входным отверстием. И это у меня будет прошито по всей окружности сумки вместе с подкладом, соответственно, да. У меня и здесь есть входное отверстие, здесь входное отверстие. И вот после того, как я это сделаю, буду думать, девочки, о коротких ручках. Короткие ручки мне нужны, у меня прям бзик. Но я так понимаю, что они у меня получились широкие. Мне надо эти будет короткие ручки пришить, соответственно, над вот этой полосой, то есть над вот этой строчкой, над верхней строчкой. Под нижней это будет уже некрасиво. Значит, надо над верхней. Но ручка у меня сама по себе широкая. Поэтому, наверное, я ее переделаю. И вот сюда пришью. В общем, вот такая у меня работа. Ничего сложного. Единственное, что, я так понимаю, придется переделать ручки. Затем я выверну сумку, зашью донышко у подклада и уже полностью покажу готовую сумку. И сейчас я понимаю, что сделаю еще одну небольшую мелочь, которая вроде мелочь, но приятная и нужная. И уже полностью покажу готовую работу, потому что, ну, ничего сложного в дальнейшей работе, которую я сейчас буду делать, нет. Кроме того, что, скорее всего, мне надо будет переделать ручки. Я их сделаю чуть-чуть поуже. Свое готовое изделие я могу вам показать только в таком формате, так как изделия у меня нет. Девочки, сшила сумку, и в этот вечер, прежде чем снять заключительную часть ролика, решила съездить с ней на пляж и посмотреть сумку в деле. Насколько удобна она, насколько удобны завязки, насколько удобны ручки. И поняла, что сумка классная, но кроме меня это поняли другие. В общем, девочки, сумку у меня забрали. И я, как обычно, сапожник без сапог, буду шить себе другую сумку. Но хочу сказать, что сумка получилась классная, удобная. Сделала я дополнительные хлястики под короткие ручки, чтобы вешать на эти хлястики вот так солнцезащитные очки. Девочки, очень удобно. Иногда их просто некуда деть. Те шнурочки, которые я проделала, очень хорошо затягивают вход в сумку. И поверьте, ни одна чужая рука туда не войдет. Очень удобные короткие ручки, очень удобные длинные ручки. Вот этот потайной карман, прям то, что доктор прописал. Ну, в общем, на этом сегодня все. Сумка получилась классная, мне очень понравилась. Понравилась и другим моя сумка. А если вам понравилось мое видео, ставьте лайк. Если, конечно, не понравилось, ставьте дизлайк. Подписывайтесь на мой канал. У меня для вас много нового и интересного. Ну, а вам желаю счастья, здоровья. До встречи на моем канале.